Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня мы продолжаем цикл наших передач о героическом эпосе кыргызского народа Манасе. В предыдущих передачах я вам рассказывал о том, что мною на основе варианта Сагынбаева-Розбакова написан пятитомный роман в прозе «Манас» на кыргызском языке. Затем я перевел эту свою книгу на русский язык, и оба этих варианта выставил для продажи на своем интернет-сайте epos-manas.com. В настоящее время я работаю над второй частью данной трилогии «Семитеев». Мною закончен первый том этой части, и в настоящее время я работаю над вторым томом данного произведения. Ну а сейчас, с вашего позволения, я продолжу чтение своего романа. Я обязательно должен его уничтожить. Яростно подумал о Локе. Да, мои тигры струсили и не съели богатыря кыргызов. Но у меня есть дракон, который в 10-100 раз сильнее их. Он способен одолеть не только одного Манаса, а 1000 Манасов. Поэтому, когда кыргызы подошли к нему, Алоке ничем не выдал свои мысли. Богатырь подобострастно произнес хан: «Тебе понравились мои тигры?» «Да», — ответил Манас, — «к сожалению, они растерзали твоего смотрителя. Я не успел ему помочь, так как находился далеко от него. И я очень жалею об этом», — лицемерно произнес Алоке. «Но что поделаешь? Видно, Агулуку на роду было написано погибнуть от рук своих питомцев. Ты прав, хан, никто не сможет избежать своей судьбы». Немного помолчав, Манас снова обратился к Алоке. «У тебя нет других зверей, на которых можно посмотреть?» «Есть, богатырь», — ответил Алоке. «У меня имеется ручной дракон. Покажи мне его», — потребовал Манас. «Богатырь», — нахмурился китаец. «Я не могу разрешить тебе этого». «Почему?» «Я не хочу рисковать твоей жизнью». «В чем состоит этот риск?» «Подумай сам, богатырь. На твоих глазах тигры растерзали Агулука, а дракон десятки, сотни раз сильнее их, хотя он не ручной. Я не хочу, чтобы ты стал его добычей. И я этого не хочу, поэтому смело веди меня к нему», — насмешливо улыбнулся Манас. «Богатырь, выполняя приказ, не болтая глупости», — хмуро прервал хана Манас. Пожав плечами, как человек, у которого не осталось выбора, Алоке повел богатыря в крепость, где находился дракон. «Даст Бог, я избавлюсь от этого врага», — радовался про себя хан. «Когда дракон увидит Манаса, то обязательно проглотит его». Но надеждам хана не было суждено сбыться. Дойдя до места, Манас открыл ворота крепости. Он не спеша подошел к дракону, по-человечески поздоровался с ним. «Встань с места», — произнес богатырь. Схватив дракона за гриву, он выволок его из убежища. Находившись на улице, люди увидели дракона и от страха разбежались кто куда. Не обращая на них никакого внимания, Манас вывел дракона в степь и отпустил его на свободу. Когда обрадованный дракон пополз к ханскому хозяйству и зловеще присвистнул, находившиеся неподалеку загоня куланы испуганно заржали. У Алоке, не ожидавшего такого подвоха от дракона, совсем опустились руки. Что это за человек, Манас? Все звери не причинили ему зла. Кто произвел этого богатыря на свет? В страхе подумал потрясенный хан. Потеряв надежду на спасение, он задумался о смерти. В это время дракон уполз в речку, откуда не было видно даже конного всадника. Места, где он прополз, стали ущельями, и он достиг горы Сок. Гора
куда дополз дракон, бесследно исчез, с тех пор называется Сок. Место, в которое ударил дракон. А Луке, увидев, что дракон не причинил никакого зла Манасу, полз скоро, совсем пал духом. Несмотря на то, что по численности его войска не уступали кыргызам, ему даже в голову не пришла мысль о сопротивлении. Мне ни за что не одолеть Манаса в открытом бою. В ужасе подумал хан. Если даже соберутся все армии мира, то и тогда никто не сможет его покорить. Поэтому мне лучше всего помириться с ним и выпросить пощаду, спокойствие для себя и своего народа. Хотя его положение резко ухудшилось, все равно Локи не оставлял надежду одолеть кыргызов. Как говорится, побежденный никогда не может насытиться борьбой. Хан китайцев понял, что ему не победить в честном бою кыргызов, и стал размышлять о том, как победить их другими способами. Об этом Алоки непрерывно думал, когда возвратился во дворец. Как мне уничтожить Манаса, хмуро размышлял он. Это бесполезно сразиться с ним в открытом сражении. В такой битве я лишусь всех воинов. Надо применить против него какую-нибудь хитрость. Что же мне предпринять? Долго размышляя, перебрав в уме всевозможные способы, Алоки решил тайно отравить врагов и полностью одержать победу над кыргызами. Я должен подсыпать в их еду яд, решил хан. Надо пригласить Манаса в гости. Когда кыргызы придут, дам им волю еды и умыться, чтобы полностью притупить их бдительность. Затем дам команду поварам бросить пищу отраву. Тогда все кыргызы подохнут от яда. И траву на Алоке немедленно начал повторять жизнь от свою подлую задумку. Когда в шатер возвратился Манас, хан встретил его с особой любезностью. «Богатырь», — сказал Алоке, — «ты заночуешь здесь или вернешься обратно в свой шатер?» Манас еще раз доказал свою храбрость и доверчивость. «Я переночую здесь», — безмятежно ответил он. Весьма обрадованный тем, что им так сопутствует удача, Алоки дал команду приготовить для гостей трапезу. «Даст Бог, я достигну своей цели. Я раньше много слышал о безрассудной храбрости Манаса, но я никак не рассчитывал на то, что он окажется таким наивным». Стал смеяться про себя над кыргызом хан китайцев. Умудренный жизненным опытом, правивший своим народом в течение 46 лет, Алоке, смеясь над беспечностью Манаса, посчитал, что его джигиты тоже такие. Но он ошибся. У грозного Манаса имеется серек, все изучающий тщательнейшим образом и делающий соответствующие выводы. Пристально вглядываясь на чересчур подобострастного Алоке, он догадался о его подлых намерениях, побегающим наполненным ненавистью глазам хана. «Этот китаец тут еще гусь», — подумал про себя Серег. То, что он умен, видно по его внешнему виду. Алоке, имея 600 тысяч воинов, не оказал никакого сопротивления, покорился нам беспрекословно. Значит, у него имеются другие намерения. Может быть, Алоке намеревается отравить нас во время еды. Береженного Бог бережет. Тоже должно быть начеку. Придя к такому выводу, Серег обратился к Манасу. «Богатырь», — сказал он, — «если позволите, не имеете возражений, я выскажу вам одно предложение». «Говори», — разрешил Манас. «Джигиты, Алоке пригласил нас в гости, но от его угощения как бы нам не распрощаться с белым светом». «Почему?» — удивился Манас. «Алоке нам полностью покорился и ведет себя смирно. Как же тогда он может замышлять против нас что-то дурное? Не забывайте, что
что Алоке наш злейший враг, спокойно ответил Серег. Помнить также о том, что он старался убить Манаса до его рождения. Поэтому надо опасаться Алоке. Что ты именно хочешь предложить? Спросил поневоле, с ним согласившийся Манас. Не стоит обедать в Алоке. Надо взять у него какую-нибудь живность, самим зарезать, съесть его. Богатыри согласились и отправили Бакая к Алоке с требованием выдать 6 кобылиц и 4 волов. После того, как приказ был выполнен, они выбрали из них 8 наиболее жирных. По указанию Манаса джигиты зарезали их, и все волю наелись мяса. Отдав остатки прислужившим калмакам, кыргызы легли спать. Потерпев неудачи в осуществлении своих коварных замыслов, Алоке оставил кыргызов в саду и возвратился в ханский дворец. Всю ночь, ворочаясь в постели, он в бешенстве скрежетал зубами от того, что кыргызы не дали себя провести, и Манас остался жив. Что это такое? Разгневанно думал Алоке. Я приложил столько усилий, чтобы убить Манаса. Отвел ко львам и дракону, попытался его отравить, но все мои усилия оказались тщетными. Если я сейчас не уничтожу этих кыргызов, то моему народу выпадет тяжелая доля. Ибо если они не исчезнут, нам придется бежать отсюда. Поэтому во что бы то ни стало, надо расправиться с Манасом. Но как? Не в силах заснуть, Алоке встал с места. Схватившись за голову, хан стал рассказывать взад вперед. Наконец он решил вызвать свои войска во дворец. Надо вернуть армию в Анжиган, подумал хан. Пускай она немедленно прибудет сюда. Я ее выставил на пути Манаса. Но этот подлец обходными путями ворвался в Анжиган со своими богатырями. Оказывается, Манас никого не боится. Я его боюсь. Возможно, в моей армии найдутся богатыри, которые не боятся его. Неужели среди 600 тысяч воинов не найдется хоть одного, способного уничтожить Манаса? На следующий день, рано утром, хан приказал ударить большой барабан дворца. Его грохот услышали все жители Анжигана. Приняв это как знак к выступлению, армия Алоке снялась с места и направилась в сторону города. Их вел за собой рослый, широкоплечий, чернобородый богатырь Тукурук. Участвующий во многих сражениях, имеющий огромный боевой опыт, полководец был поражен тем, что Алоке так поздно позвал их в Андижан. Почему повелитель не вызвал нас раньше к себе, размышлял ехавший на коне богатырь. По моим сведениям, кыргызы давно вошли в город, а мы только теперь сдвинулись с места. Если опираться на мой боевой опыт, в нынешних условиях нам будет невероятно сложно выгнать кыргызов из Андижана. Остался единственный путь быстро победить их. Если мы сумеем пленить Манаса, то легко одержим победу. Обуреваемые такими мыслями, многие китайцы, стремясь схватить Манаса живем, довольно-таки быстро добрались до Андижана. Полководец Тукурук, пригибаясь к земле, как тигр, пошел во дворец к Алоке, низко ему поклонился. «Мой хан», — сказал богатырь, — «оказывается, в город вошло очень много бурутов. Они завоевали все наши земли. Айсатала, Чираша, Саркол, Сарысай, Дугутпель, Ташкутун, Дамдунтова, Будалах. Все сейчас в руках у кыргызов. Твой народ очень недоволен этим и чувствует себя весьма униженным. Как мы можем покориться и прислуживать Чанту, которые были нашими рабами? По твоему мнению, что мы должны делать?» Сухо спросил Алоке. «Надо выступить в поход против Манаса и кыргызов, чтобы наказать их. Мой хан, дайте об этом соответствующий приказ немедленно». Оказывается, права поговорка
гласящее: «Кто был никем, станет тем, а тот, кто был всем, окажется никем». Горько вздохнул Алоки. Если раньше мы были в седле, то теперь оказались на земле, в униженном положении. «Нет, повелитель», — гордо произнес нахохливший Тугуров, — «я никогда не допущу этого. Кыргызы как были до этого нашими рабами, так ими и останутся. Дайте мне разрешение. Я поймаю их вожака Манаса. Не давая уйти далеко, я схвачу его живем, проглоту целиком». «А тебе это под силу?» — с сомнением в голосе спросил Локи. «Да», — уверенно ответил Тугуров. «Возможно, Манас стоит 1000 воинов, и сила у него слоновая, а дух как у льва. Но если мы набросимся толпой, то никакой лев не спасется от нас. Поэтому позвольте мне задержать Манаса». «Что ты за человек?» — горестно покачал головой Алоки. «Зачем тебе рисковать своей жизнью? Манас, которого ты намереваешься поймать, из народа кыргызов. Они, поднявшие бурю в этом веке, называющиеся кыргызами, известные тем, что разрушили век, самые опасные враги Китая. То, что у грозного, как дракон, мужественного, как лев, Манаса, которого нельзя проткнуть копьем, зарубить мечом, прострелить из ружья, сжечь на огне, стальной характер. Я увидел своими глазами». «Повелитель, а вы не слишком перехвалили Манаса?» — ревниво спросил Тугуров, нахмурив брови. «Если бы так», — горестно вздохнул Локи, — «к сожалению, то, что я сказал, чистая правда. Или меня можно назвать лжецом, трусом, идиотом, богатырь». «Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч».